Приготовим вкусное печенье. В глубокой миске соедините 450 грамм муки, 1 чайную ложку разрыхлителя и 100 грамм холодного сливочного масла. Разотрите все ингредиенты руками до получения мелкой крошки. Если масло слишком твердое, его можно предварительно натереть на крупной терке для облегчения процесса. Правильно подготовленная крошка будет легко сжиматься в плотный комок, который при легком нажатии снова рассыпется. Отставляем миску в сторонку. В другой емкости смешайте 200 грамм сметаны любой жирности, 160 грамм сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара и тщательно перемешайте лопаткой до получения однородной массы. Отделите желток от белка одного яйца. Желток добавьте к сметанной массе, а белок отложите для начинки. Всыпьте щепотку соли и снова хорошо перемешайте, чтобы сахар почти полностью растворился. Соедините сухие и жидкие ингредиенты. Сначала перемешивайте ложкой, чтобы все компоненты соединились. Затем быстро замесите тесто руками. Тесто не нужно долго вымешивать, оно должно быть мягким, эластичным и не липнуть к рукам. Вот такое должно у вас получиться тесто. Готовое тесто перекладываем на пищевую пленку, заворачиваем и убираем в холодильник на 30-40 минут. Пока тесто стоит, подготовим начинку. В небольшую миску выложите 360 грамм обезжиренного творога. Всыпаем 2 чайные ложки ванильного сахара, 3 столовые ложки обычного сахара, 1 столовую ложку сметаны и отложенный ранее яичный белок. Сначала разомните ингредиенты ложкой для удобства, а затем взбейте погружным блендером до получения однородной гладкой массы. По желанию в начинку можно добавить сухофрукты, но я люблю готовить по классическому варианту. Если начинка получилась слишком жидкой, добавьте 1 столовую ложку муки и снова хорошо перемешайте. Присыпьте рабочую поверхность, например, силиконовый коврик, небольшим количеством муки. В центр выкладываем тесто, сверху немного присыпаем мукой и скалкой раскатываем тесто в тонкий пласт толщиной 3-4 мм. При раскатывании используйте муку только по необходимости. С помощью стакана или формы вырежьте круги. Для предотвращения прилипания окуните края стакана в муку. Таким образом тесто не будет прилипать к стакану и будет легко освобождаться. Друзья, если вы еще не подписались на мой канал, обязательно это сделайте и, пожалуйста, поддержите мое новое видео лайком и комментарием. Мне будет очень приятно. Соберите обрезки теста. Все кусочки теста переверните липкой стороной вверх, чтобы они не прилипали. При необходимости стряхните лишнюю муку кисточкой.
Выложите небольшое количество начинки в центр каждого круга, стараясь не перебарщивать, чтобы начинка не вытекла во время выпекания. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный телеграм-канал и повторяйте за мной разные вкусные рецепты. Новые видео выходят там каждый день. Берем каждый кусочек теста с начинкой и накрываем начинку второй половинкой теста. Повторите весь процесс со всеми заготовками. Объедините обрезки в единое тесто и раскатайте его в тонкий пласт. При этом не добавляйте много муки, чтобы тесто не стало слишком плотным. Прежде чем вырезать круги, убедитесь, что тесто не сжимается, иначе круги получатся маленькими. Для этого несколько раз переверните раскатанное тесто, выложите начинку и повторите все действия. Переложите готовое печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте каждое печенье желтком. По желанию можно сделать узоры ножом, как я, или же использовать обрезки теста для украшения, разместив их сверху перед смазыванием желтком. Вот такая красота у нас получилась. Отправляем форму в предварительно разогретую духовку и выпекаем при 180 градусов 20 минут до золотистого цвета. Время выпечки может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Из данного количества ингредиентов у меня получилось 2 полных противня печенья. Готовое печенье достаем из духовки и сразу же посыпаем сахарной пудрой. Переложите готовое печенье на тарелку и подавайте к чаю. Сочники готовятся очень легко и быстро, не требуют много времени, а в итоге у вас получится большое количество вкусного печенья. Поэтому обязательно пробуйте, готовьте, делитесь своими комментариями и напишите, как вам рецепт или же как вы готовите. А вам я желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием. Я уверена, у вас все получится. Всем пока-пока!